началась рутинная работа по подготовке операции по захвату Покровска, которая, в общем, общее ощущение такое, там все решено уже. Поэтому все-таки так волноваться не надо, ядерные войны так не начинаются, и даже эскалация ядерная, она не такая, она не так начинается. Вот когда кто-нибудь будет обещать Путину ввести дивизию НАТО в Западную Украину, вот это точно будет начало ядерной эскалации. Вот это та тонкая штука, которую о ней постоянно говорит Путин, да, называется суверенитет. Дело в том, что если один раз что-то случается, то потом это что-то становится нормой. Всем привет! Это канал Ширяев и Ширяев. Здесь это я, журналист Евгений Ширяев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Обсуждаем последние события. Здравствуйте, тоже рад с вами встретиться. Сегодня существенная часть нашего выпуска будет посвящена разбору такого способа организации военных действий, как изоляция поля боя или изоляция театра военных действий. Мы рассмотрим его на конкретных примерах специальной военной операции. Вот таким вот образом мы снова обращаемся к военной теории на этот раз. Начнем, как всегда, с последних населенных пунктов, которые объявлены взятыми под контроль Минобороны. Это Малиевка в Днепропетровской области, Темировка в Запорожской области. Все остальные населенные пункты – это Донецкая область. Это Новоэкономическая, Зверево, Зеленый Гай, Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка и, конечно, Часов Яр. Да, про Часов Яр отдельно скажем сейчас. Но с самого начала просто хотел сказать, что вот борьба то ли за создание Сумской области этой буферной зоны, то ли наступление на Сумы. Вот это все сейчас оказалось на периферии. Там по-прежнему сражаются элитные войска вооруженных сил Украины. Для них это действительно очень важный участок. Они даже за истекшую неделю там отбили Кондратовку, один из населенных пунктов, вернули под свой контроль. Еще в один населенный пункт они зашли, перевели его там условно в серую зону. Но, в общем, это, конечно же, такие тактические события, которые бледнеют, они отошли на периферию внимания нашего, потому что все главные события вот этой недели происходят в районе Покровска. То, о чем мы всегда и, собственно, говорили, но в этот раз особенно. То есть я констатирую, что начался штурм Покровска. Штурмом в буквальном смысле, как вот мы в фильмах видим, это не является, и мы этого не увидим. Но, в общем, приступила российская армия к активным действиям по овладению этого населенного пункта. Что касается Часов Яра, то надо понимать, что в подавляющей своей части, площади, все-таки этот город был занят российской армией давно, существенно давно, несколько месяцев назад уже. И борьба-то шла за буквально пару микрорайонов небольших. Часов Яр вытянут, такой весь с севера на юг, и заканчивается аж в населенном пункте Ступочки на юге. То есть сами юго-западные части его, там 2 микрорайона находились под контролем вооруженных сил Украины, но то, что сейчас произошло, надо обозвать так, что все. Закончили задачу, поставили точку. Что касается главного предмета нашего сегодня разговора, начала крупномасштабных таких событий вокруг Покровска, я рассматриваю сейчас не весь район целиком, Константиновка, там между Константиновкой и Мирноградом, Часов Яр нет, там Клебанбыкское водохранилище, только границу по юго-восточной и северной части
этой значит, агломерации Покровск-Мирноград длиной 56 километров. Я так его померил. С обратных сторон, вот назовем это подковой, вот две части этой подковы, которые находятся там, дорога важная, М-30 трасса, и еще одна, так сказать, поселочная дорога, по которой продолжается снабжение Покровска и Мирнограда. Это расстояние между концами подковы, даже если считать очень в пользу Украины, все равно 14 километров, не больше. При той скорости, с которой продвигаются на флангах российские войска, приблизительно через 2 месяца края подковы должны сомкнуться. Но как будут развиваться события, мы еще об этом поговорим, это совсем неизвестно, и совсем не факт, что они вообще сомкнутся. То есть неизвестно, есть ли у российской армии вообще резервы на полное окружение. Вот, настоящее там полноценное окружение. Не оперативное окружение, как обычно это практикуется в этом конфликте, постоянно. Да? А именно настоящее окружение с организацией линии фронта в обе стороны. Внутрь кольца окружения и наружу кольца окружения. Для этого нужно гораздо больше войск. Вот, поэтому посмотрим, но в принципе, да, сейчас уже совсем тесно это отстоит. И если считать контратаки, а украинское командование, оно верно своему принципу активной обороны, постоянно контратакует, не дает российской армии как бы спокойно действовать, да, все время вносит какую-то тревожную ситуацию, создает на фронте. Последняя контратака была зафиксирована 21 июля. С тех пор ничего. Но это, конечно, может свидетельствовать о серьезных проблемах. Украинская армия уже и сил на контратаке в активной обороне не остается. И в блогах и в средствах массовой информации появились уже выступления, собственно, украинских военных, самих, которые прямо там в Покровске воюют, которые предупреждают, что, значит, группировка войск может оказаться в окружении. Вот. Заход российских военнослужащих внутрь Покровска осуществляется, как это принято в последнее время по новой тактике, очень небольшими группами, по 2, 3, максимум 6 человек. Заход, они просачиваются фактически между украинскими войсками, между их позициями. Первый заход произошел неделю назад, и многие тогда говорили, что это разведывательно-диверсионная группа. Но потом, сейчас уже стало понятно, что никакая не разведывательно-диверсионная группа, это прям самые настоящие штурмовики российской армии. Заходят, накапливаются и до времени, значит, не привлекают к себе внимания, занимают там позиции в глубине, тактической глубине обороны, внутри Покровска самого. Первая линия прохода была, условно ее назовем, со стороны Шевченко через населенный пункт Леонтовичи, который на окраине стоит Покровска, и туда стали заходить. Вот там признали первый раз, что вроде какая-то разведывательная группа действует, потому что уже близко к центру вдруг они атаковали украинский автомобиль. И на прошлой неделе мы с тобой говорили о том, что все, Мирноград находится в полуокружении, и очень важные события происходят в населенном пункте Северное, Родинское. Он сейчас тоже охвачен полностью с севера и с востока. Но я предполагал, что, значит, начнутся бои за Красный Лиман, который прямо в Мирноград заходит. Вот эти бои вот только сейчас начались. На самом деле, недели спустя, но вот есть уже и заявления официальных представителей российской власти о том, что да, бои за Мирноград начались. И там точно так же проходят эти российские штурмовые группы, накапливаются. Мы видим, что сплошной линии обороны Покровской нет,
что линия обороны построена по принципу контроля воздушного пространства. Ну, то есть сидят какие-то группы, беспилотниками смотрят просто, так сказать, и зачастую пропускают российских пеших отдельных военнослужащих. Мы об этом обязательно поговорим еще немножко позднее, потому что вот об изменении всей просто тактики обеих армий. Это свидетельствует вот, битва за Покровск очень ярко. То есть рассредоточение сил такое, ну, настолько мало людей на одном километре фронта, что войска проходят взаимопроникающими движениями, заходят в спину друг к другу, но чем это плохо для обороняющегося. Они выстраивают заранее линии обороны, ну, на определенных направлениях, так скажем. То есть они конфигурацию выстраивают так, предполагая, откуда пойдут российские войска. Как только возникает вот эта ситуация, что российские войска в каких-то местах эту линию обороны просто вот так вот проникают, минуя контроль далеко отстоящих друг от друга пунктов, узлов, маленьких узлов обороны, даже не ротных, а взводных вооруженных сил Украины, сразу возникает ситуация, что они проходят за спину этих вот выстроенных линий обороны, и дальше войска российские движутся параллельно этим линиям обороны, но уже за спиной украинской армии. Вот это вот существенный момент. Наверное, я так предполагаю, вот это и будет существенным, так сказать, обстоятельством боев за Покровск. Мы не увидим таких боев, характерных для Бахмута, когда просто армии сшибались вот улица на улицу, да, дом на дом. А будет достаточно такая война, не война, военные действия будут вестись вот в таком режиме мобильном внутри города, когда группы перемещаются друг за другом, следят, не дают себя обнаружить зачастую, так сказать, скрываются от воздушного наблюдения, от дронов. Все это... Новая тактика? Да, все это осложняет. И вот почему новая тактика, скажем позднее. Но сейчас я просто констатирую, что битва за Покровск будет отдельная, другая, не такая, как раньше. И сейчас мы поговорим о том, сколько войск у обеих сторон на этой линии 56 километров. Если говорить о прям вот, линии боевого соприкосновения вокруг, то с украинской стороны стоит 6 бригад. Очень значительная часть частей потеряла до 50% личного состава вот, за предыдущие бои сейчас. 6 бригад, которые выставили личный состав меньше плотностью, чем один батальон на 5 километров. Если это полноценный батальон 400 человек, если посчитать по бойцам, то получится, что один боец держит дистанцию примерно 70-100 метров. Вот один человек. Ну, по старым уставам, я тебе скажу, это совсем по-другому должно быть организовано, гораздо более плотно. Значит, плотность на эти 56 километров Покровского фронта танков менее одного танка на километр, по орудиям менее 2 орудий на километр. Это все вот линия боевого соприкосновения. Когда Сырский сказал, что там действует российская группировка 111 тысяч человек, вот несколько дней назад, конечно, скорее всего, он считал вообще всю группировку, которая там и все остальные населенные пункты должна освободить, но все вплоть до Богатыря. Там, вот тогда, может быть, да. Под Покровском такого нет. Значит, там действует группировка войск «Центр», которая достигла существенных успехов при Мордвичеве, который был ее командующим. Она наработала немалый опыт, и вот эти все тактические изменения – это плод размышлений командования группировки «Центр». Она отличается чем? Она имеет самый узкий участок ответственности. То есть, если все остальные группировки мы посмотрим, что у группировки «Центр» меньше всего не территория, а именно вот линии фронта, погонных километров, да,
за которое она отвечает. И все это на Покровск направлено. То есть там создано, это специально так организовано, там как бы принудительно создана самая высокая концентрация войск, наибольшее снабжение и так далее, все это сделано вот только для решения этой задачи. Группировка «Центр» движется быстрее, чем вот остальные группировки. Ну, понятно, концентрация усилий в одной точке, мы можем так, если у тебя есть там, условно там, толстый лист картона, ты на него с определенной силой даешь двумя руками, он не прогибается у тебя под руками. Потом ты берешь просто столовый нож, гораздо более легким усилием втыкаешь, он пробивает в одном конкретном месте. Очень легко пробивает дырочку. Вот приблизительно так это сделано. Небольшая зона ответственности и очень большие силы и средства сосредоточены на узком участке. Плотность по войскам одинаковая, почти одинаковая. То есть, если считать, там разные коэффициенты есть, в общем, если считать российские и украинские армии вот, в районе Покровска именно по личному составу, по человекам, примерно одно и то же. Они равны. А вот по боевому потенциалу российские части имеют преимущество 1 к 2 перед украинской. Почему? Потому что у них лучше снабжение, а у них больше гораздо возможностей применения артиллерии. Они применяют авиацию, активно применяют авиацию. Там не только эти бомбоуправляемые забрасывают, там и ракеты, воздух-земля, и применяются вертолеты и так далее, еще много чего. У них гораздо лучше дело с обеспечением техникой и ротацией личного состава. Это важно, это существенно. То есть там они могут чаще себе это позволить, соответственно говоря, они менее уставшие, более свежие войска по сравнению с теми, кто им противостоит с украинской стороны. Вот. Поэтому, когда все вместе в совокупности, если считаем по технике, по пушкам, по танкам, все вместе, у российской армии преимущество. Вот, через специальные коэффициенты все это пересчитывается, боевой потенциал, в общем, 2 к 1. А по людям 1 к 1. Вот. Поэтому, собственно, так и получается, что они продолжают наступление, а украинская армия вцепилась в землю, как копанная, и стоит, пытается организовать оборону. Уже появились, да, сообщения о том, что Мирноград, наверное, придется сдать и так далее, среди украинцев. Не часто еще пока. А вот российские собеседники на фронте говорят практически одно и то же. Началась рутинная работа по подготовке операции по захвату Покровска, которая, в общем, общее ощущение такое, там все решено уже. То есть неизвестные сроки, когда он будет захвачен. И эти сроки особо никого не волнуют. В том смысле, что Покровск, конечно, все командование хочет захватить как можно быстрее, все понятно, да? Но никто не ставит специальных сроков, вот 50 дней тебе Трамп разрешил, быстро-быстро надо. Нет, будут воевать, исходя из ситуации, с тем, чтобы выполнить боевую задачу при наименьших потерях. Важнейшей частью подготовительной работы при организации такой крупной операции является изоляция поля боя. Есть даже сейчас понятия такие, как изоляция театра военных действий, но это уж совсем глобально, это стратегия. Да? Изоляция поля боя – это вещь, о которой надо поговорить, потому что вот совсем недавно, когда ликвидировался плацдарм ВСУ в Курской области, это прям вот совсем явно было продемонстрировано, как это работает. Это часть современной тактики, даже не тактики, а оперативного искусства, которое получило очень серьезное развитие в последние месяцы. Что такое изоляция поля боя? Просто есть дорога, ты никому не позволяешь по ней пройти. Обстреливаешь и все. И, значит, создается в том месте, куда направляются грузы, создается дефицит боеприпасов, техники, дефицит запасных частей, топлива.
начинает голодание, у медиков начинается голодание, им не хватает лекарств, не можешь вывести раненых в обратную сторону, ну и так далее. Технику не можешь вывести на ремонт. Вот просто по дороге никто не едет. Вот такой простой факт. Это очень старый прием. Он применяется с незапамятных времен. В нашем фольклоре первым человеком, кто прибег к изоляции поля боя, был соловей-разбойник. Ну, то есть все знали, что вот он сидел на дереве, и каждый путник понимал, что когда он доедет до определенного района, он через него не проедет, потому что он своим магическим свистом парализовал все на месте, там людей, коней, все. Пока Илья Муромец, значит, эту блокаду не снял. Первоначально, конечно, изолировалось поле боя с помощью подручных средств, такие как стрелы, машины, метающие там камни и так далее, баллисты. В дальнейшем появилось огнестрельное оружие, потом все дальше и дальше можно было уже ставить артиллерию. И со временем изоляция поля боя стала возможна на приличных дистанциях, но с визуальным контролем. Либо это была группа наблюдений, которая с закрытых позиций наводила артиллерию. Но потом артиллерия стала все более и более точной, и вот эти попадания на дороге, они стали все более вероятными. Она требует большой подготовительной работы, логистики, вот этой изоляции. Да? То есть ты не одну дорогу, а сразу несколько ведь должен, которые подходят, допустим, к Покровску в данном конкретном случае. И тут вдруг вот это случилась революция дронов. И дроны дали невероятные возможности для организации изоляции поля боя. Ну, самый яркий пример. 2 месяца с начала года и до первых чисел марта российские операторы дронов очень плотно обстреливали единственную дорогу хорошую через Юнаковку в Курской области. И вся группировка украинской армии в Курской области, вот на этом плацдарме, начала испытывать голод. Не хватало ничего, да. Но уже к концу февраля даже появились такие заголовки в той же украинской прессе, да, «Дорога смерти». Там просто видео было, как пролетает дрон и показывает там огромное количество, десятки подбитых машин вдоль этой дороги. Так уж вышло, что эта дорога была единственной приличной дорогой, через которую можно было снабжать. И ее перекрыли, все. И вот это вот истощение боевого потенциала, медленное, постепенное, длилось 2 месяца. Потом был решительный штурм, и буквально за неделю все схлопнулось. Но этой неделе предшествовало 2 месяца изоляции. Покровск – неизмеримо более сложный объект. Во-первых, с самого начала все, и российская армия, и украинская, понимали, что это ключевой пункт, обеспечивающий устойчивость всей стратегической группировки Хортица. И его готовили за полгода к обороне. Там созданы, просто к бабке не ходи, это я вот гарантию даю, там созданы склады, запасы, заранее все, так сказать, чтобы в случае, если перекроют дорогу, этот укрепрайон, Покровск-Мирноград, мог обороняться на запасах на своих. Ну, как в прежние времена крепость окружили, пока в крепости еда есть, крепость держится, да. Значит, все равно, рано или поздно, все припасы, все твои заготовки, подготовленные, так сказать, средства заканчиваются. Война такая штука, истощает все. Люди, им надо стрелять в ответ, им надо расходовать топливо и так далее. Все постепенно, все равно все закончится. Если мы берем за пример Курский плацдарм, то получается, что хватило 2 месяцев на то, чтобы истощить вот группировку, да, и уже тогда штурм Курского плацдарма стал гораздо более легким делом. Как будет здесь, мы не знаем. Потому что сколько запасов создано в Покровске, черт его знает. Вот, это знает только вот командование украинской армии. Даже рядовые бойцы украинские не знают. Тем не менее, можно предположить, что при таком расходе снарядов, дронов, боеприпасов, все остальное, к осени, к зиме
все равно все будет исчерпано. За это время, значит, для этого необходимо просто, так сказать, изолировать вот эту единственную дорогу М-30. И там вспомогательная еще одна дорога, вторая есть. Уже сейчас они находятся под плотным огневым контролем российской армии. Если они с краев продвинутся еще дальше, вот эта подкова, да, и будет совсем взят под контроль эта дорога, пресечена, то все, значит, начнется вот этот вот, то он уже начался фактически этот период подготовительный. Вот сколько он продлится, мы не знаем. И одновременно заканчиваются силы у украинской армии на поддержание плотности, как я уже говорил, по границе. То есть, вот, чем дальше, тем чаще мы будем видеть проникновение российских штурмовиков сквозь линии обороны Украины, вот такая инфильтрация, да, незаметное накапливание в тылу и так далее. Вот это все свидетельствует об общей деградации боевого потенциала украинской армии по всему фронту, не только в Покровске. Не только в Покровске. Вот. Но поскольку мы сейчас про Покровск говорим, вот ситуация такая, что надо ждать, но в общем и целом сомнений каких-то о том, в исходе этого сражения в российской армии нет. Посмотрим, чем это закончится, в конце концов. Ты в наших выпусках часто обращаешь внимание на то, что все меньше крупной военной техники используется на фронте. Танки сменились на квадроциклы, грубо говоря, да? Артиллерия заменяет дроны. Какой-то можешь провести такой ликбез вообще, почему это все происходит? Да, это важно. Почему? Потому что в последнее время появились даже уже графики специально. Значит, те люди, которые исследуют просто количество погибшей техники с украинской и российской стороны, они все время, значит, на основании видео, со спутников подсчитывают количество подбитых машин бронированных. Они всегда, значит, все это выстраивается такие графики, сколько техники та или иная сторона потеряла в такой месяц, такой месяц. И вот последние полгода количество техники, которая боевой техники, конечно, в первую очередь всех интересуют танки, но я говорю вообще о бронетранспортерах, боевых машинах пехоты, о всех бронированной технике, стало вдруг падать с российской стороны. И падать стало сначала постепенно, а последние 2 месяца просто обвал. Почти прекратились потери техники. И, в общем, это как-то надо объяснять. Но если следовать идеологической точке зрения, то можно предположить вот такое объяснение, что в российской армии закончились танки. Что вот на этих огромных стоянках, хранилищах советских еще танков, откуда они берутся, потом модернизируются, меняются двигатели, там, система наведения, оптика, и отправляются на фронт. Вот эти запасы подошли к концу, что Уралвагонзавод не справляется, Курганский завод, который выпускает БМП, совсем не справляется, все остановилось, техника на фронте кончилась. И это свидетельствует об общем крахе российской военной машины. Ну, ВПК. О крахе вот российской военной экономики. Но и ВСУ потихонечку стало сокращать применение боевой техники, вот, бронированной в боевых действиях. Все меньше и меньше. Так, с обратной стороны, может быть предположение, что вот НАТО не поставляет технику. Значит, американцы, европейцы, значит, прекратили эти свои Брэдли поставлять, там, танки, леопарды. Ну, и вот, значит, их не хватает в полках, поэтому вот и ВСУ тоже сокращает. Короче, первая версия – это внешние факторы. Ну, для Украины внешние, а для России это истощение экономики. Ну, да. На самом деле, такое обвальное прекращение применения бронетехники, ну, активного, по-другому ее теперь уже применяет, свидетельствует в первую очередь о полном изменении тактики на линии боевого соприкосновения. Командование просто отказалось от использования. Почему? Во время, когда применяется бронетехника, людей гибнет больше, чем если они идут пешком.
Это какая-то статистика? Да, удивительное дело. Но есть же статистика потерь. Так вот, за эти полгода, когда бронетехника исчезла с поля боя, ну, как активная такая часть ее, да, мы помним эти колонны, которые во время знаменитого контрнаступа летом 23 года украинские шли на российские позиции. Мы помним эти колонны под Угледаром российские и много-много чего еще, да. Они вообще-то исчезли. И апофеоз этого вот в российской армии это был генерал Ахмедов, которого вообще с фронта убрали за такие вещи. Да? Это объясняется тем, что гибнут люди больше, потому что они вылезают из техники. Одна бронированная машина, одно попадание. Детонирует боезапас, все. Все, кто там сидел, 12 человек, все трупы. Есть возможность, что она не детонирует. Тогда они выскакивают. Ну да, я и говорю, и их дроны уже сразу же подбивают, да? А никаких возможностей мобильные, быстро убраться с поля боя у них нет, только пешочком, понимаешь, сказать, все. А когда ты десяток человек тех же самых едет на мотоциклах, рассредоточенно, ты еще погоняйся за каждым из них, если ты все равно двое человек погибли или там получили ранения, да, за это время остальные 8 пронеслись на своих мотоциклах вот так. И поэтому наступление, контратаки украинской армии с использованием квадроциклов – это естественное следование российской тактики, которая была нащупана вот в этих тяжелых боях, кровью прописана в буквальном смысле слова. Все, не будет больше никаких вот этих танковых прорывов и так далее. Все, что мы видим там в фильмах про Вторую мировую войну, там знаменитая книга «Танки идут ромбом», да, воспоминания немецких генералов, все закончилось. Может быть, когда-нибудь в будущем, когда научатся бороться с дронами, все вернется. Но сейчас нет, все. Это и есть главная причина. Хочешь остаться в живых, садись на мотоцикл. Но куда же поступают эти танки? Они же производятся на Уралвагонзаводе-то по-прежнему, и они на ремонтных заводах преобразуются из тех, которые взяли со стоянок. Они где-то накапливаются и действуют во второй линии. То есть они за спиной приходят. Они только вот как... Используются как артиллерия. Поддержка, артиллерийская поддержка, да, просто на колесах. Все. И если тебе нужно быстро провести, предположим, личный состав откуда-то из тыла глубокого в тыл тактически, подвести там боеприпасы, раненых увезти, там, тогда, да, эти машины могут использовать, но нельзя ни в коем случае их использовать вот, по тому назначению, для которого они изначально предполагались, для чего они вообще создавались конструкторами. Атака. Все. Эпоха закончилась. Век все-таки прошел. Точное наблюдение. Но вот эти воспоминания страшные о Второй мировой войне, которые в нашей истории, вот, особенно России, 27 миллионов погибших, оставили такой твердый, такой центр исторической памяти народа, они не дают многим людям вспомнить, что вообще 100 лет уже прошло. Больше, в смысле, Первая мировая война. Секундочку, но просто еще и не дают забыть то, что европейские концерны активно, наоборот, наращивают производство танков. Больше того, планируется сейчас танк будущего, который будет стоить какие-то невероятные совершенно деньги. Да, это следующий уже даже не «Леопард», а совместно франко-немецкий танк, который там, просто космические какие-то технологии, все, а окончится все вот так вот. По уставам, действовавшим на момент начала СВО, между бойцами в наступлении в пешем, 6-8 метров. Это уже все-таки разреженный строй, стрелять надо в каждого отдельно, прицеливаться. И ты не можешь одной гранатой там всех, так сказать, уничтожить. Значит, как бы вроде бы уже и разрежено. Но сейчас в полосе наступления взвода 28 человек наступает 2 тройки, 6 человек или там 3 двойки. Все, то есть намного, в 3 раза упала плотность войск. Это все вот в это объяснение, почему танки и бронетранспортеры исчезают в наступлении, с поля боя. Исторически это можно так, вот таким примером описать, что сначала там, в 17-18 веке, когда были кремневые ружья гладкоствольные, которые стреляли на 200-300 метров, уверенно стреляли, имею в виду.
Войска передвигались плотным сомкнутым строем в каре. Ну, для нас это, конечно, Бородинское сражение. Сразу. Как французы шли, как раз, все понятно. Офицеры впереди. Как только появилась магазинная многозарядная винтовка, сразу стало понятно, что это смерть для всей армии. И надо срочно рассредотачивать ее, делать более разреженной. Появились цепи, но многие этого еще не понимали. И знаменитый французский писатель, который писал приключенческие повести, Луи Буссенар, написал книгу про англо-бурскую войну «Капитан Сорвиголова», где там значительное такое внимание уделено этой вот знаменитой немецкой винтовке Маузера, которая на огромной дистанции поражался. А английские кавалеристы до того же времени еще носили красные мундиры. Ну, можешь представить, красный мундир на фоне степей, это прям мишень. Готовы, так сказать. Вот прям, не сказал, потери были очень тяжелые. Стало понятно, что винтовка Маузера все отменяет. В цепи вытянули. Но как только в ротах появились ротные пулеметы, которые косят и цепи, так же сказать, да, все. Строй стал рассыпным. Никаких цепей на большой дистанции друг от друга, все должны двигаться, так сказать, вот. Сейчас эта плотность уменьшилась в 3 раза благодаря появлению дронов, которые уже за отдельными бойцами гоняются. Да? Вот. Да еще и надо скорость бойцу придать, чтобы этот дрон все-таки не так легко его догнал. Отсюда мотоциклы, отсюда даже самокаты. Представляешь, были атаки на самокатах. Многие со мной, когда разговаривают, все ждут вот этого прорыва, выхода на оперативный простор и так далее. Все, не будет. Вот. Странное, очень странное сейчас идет наступление, которого российская армия, которого не было никогда в истории. Вот это вот диффузия, медленное продвижение, но неуклонное. И черт побери, это наступление. Это нельзя назвать тупиком, как назвал его Залужный. Это не тупик. Я вижу, вот год уже идет наступление, оно реально проходит. Все новые и новые населенные пункты ты называешь каждую неделю. Украинской армии значительно проще. Она обороняется. Ей не надо наступать. Поэтому все разговоры о том, что вот украинцы не применяют технику при наступлении и так далее. Но я могу сказать только одно. У украинцев и наступлений нет. Поэтому им техника. Да. Так, контратаки небольшие, но с использованием иногда техники бывает. Иногда мы видим комбинированные колонны. Там 1-2 танка, остальные на мотоциклах, предположим, двигаются. Это все эксперименты. Командиры пытаются нащупать какие-то новые ходы, которые позволят вот эту блокаду преодолеть как-то более эффективно. Или включают, предположим, там несколько БМП, 1 танк и 70 человек на мотоциклах. Вот так вот. Пытаются экспериментировать. Посмотрим, что это даст. Так они про себя рассуждают. И вот эти 2 обстоятельства, исчезновение бронетехники и просто буквально разжижение линии фронта, и они определят и судьбу Покровска, и Мирнограда, и Константиновки в ближайшее время. Кстати, для военных главной интригой является, падет ли Константиновка вместе с Покровском одновременно или продержится дольше. Они, так сказать, там сомнения есть на эту тему, но всем интересно. Все это будет достигнуто за счет изоляции поля боя, которая фактически уже началась. Трамп объявил России ультиматум. Сначала 50 дней, потом сократил этот срок до 10 дней. Параллельно он давит, на главных покупателей российских углеводородов, на Индию, на Китай. Но, насколько мы понимаем, они не очень... И на Бразилию. Ну да, и не очень поддаются. Совсем, вот если мы читаем официальные заявления ведущих политиков этих стран, прямо отказались, не хотят они подчиняться. Здесь есть военная часть вопроса. Он хочет истощить российскую экономику, чтобы прекратились поступления от внешней торговли, не хватало денег на ведение вооруженного конфликта, но они все стоят перед очень тяжелой ситуацией. Ведь, казалось бы, что такого? Согласись ты с этим Трампом, да?
Вот это та тонкая штука, которую о ней постоянно говорит Путин, да, называется суверенитет. Дело в том, что если один раз что-то случается, то потом это что-то становится нормой. Угу. И они боятся больше всего другого. Ведь раньше как такие глобальные санкции были в истории человечества, ну, можно вспомнить санкции против апартеида в ЮАР. И они добились своего, да? Ну, санкции против Ирана, потому что Иран делает атомную бомбу, никого не спросясь. Допустим. Хорошо. Санкции против Южной Кореи, Северной Кореи, потому что она ввела там такой страшный, жуткий режим, так сказать, и плюс к этому еще атомную бомбу, никого не спросясь, тоже построила. Все. Это можно. Но тут вдруг они как оружие, прямо принуждение, начинают применяться к странам, которые по всем канонам являются либеральными демократиями. Я имею в виду Бразилию и Индию. Угу. Это 100%. Это не коммунистическая диктатура, там, как в Китае. Если уже так расширительно, значит, применяется этот инструмент, тут уже все начинают волноваться, потому что один раз ты согласишься, что тебя принудили к чему-то. Не покупай российскую нефть, а Индия говорит, не покупай российское оружие, мы тебе запрещаем. Потом найдутся поводы другим требованиям. В следующий раз уже не про нефть будет разговор, а скажут, ты должен, предположим, только... В Китае ты должен допустить американских наблюдателей на все свои заводы, потому что мы опасаемся... Там... Да, или, например, Индии могут сказать, что ты должен там снижать пошлины или что-нибудь еще, сказать, на товары, которые там отправляешь в страны, которые наши союзники. Там много чего интересного. Ответить им есть что? Ты вообще в курсе, что айфоны по плану должны, их производство должно быть перенесено из Китая в Индию. Потому что первым делом подумали, елки, вот Индия, демократическая страна, нищий народ, низкие зарплаты и очень большие темпы роста, много инженеров хороших. Давайте перенесем айфоны, они будут дешевле в Индии. И по плану 2026 года на 2 миллиарда долларов продукции должна была дать фабрика айфонов индийская уже. И тут вдруг выясняется, что Трамп ставит Индии ультиматум. Как эта фабрика будет работать теперь с этими айфонами? Все непросто, короче говоря. Но главное, о чем я сказал, все страны волнуются о том, чтобы не нашли способ их принуждать в обход армии. До этого только вооруженной силой можно было. А теперь, оказывается, не обязательно армия. Теперь можно и вот так. Поэтому, да, они сопротивляются прям отчаянно. Так, ну у нас тут экстренное включение. В пятницу вечером произошло неожиданное. Дмитрий Медведев и Дональд Трамп уже не раз и не две обменивались любезностями в соцсетях. Буквально накануне Дмитрий Медведев играюще упомянул мертвую руку, ту самую систему «Периметр». И вот только что Дональд Трамп объявил, что собирается разместить 2 атомные подводные лодки в неких целесообразных регионах в ответ на крайне провокационные заявления Медведева. И это взорвало интернет, Мосбиржа пошла вниз. Вообще, что произошло? Ну, во-первых, действительно переругались между собой люди с солидными полномочиями. Трамп, конечно, верховный главнокомандующий, это во-первых, да, от него зависит судьба мира. Значит, Медведев сидит в Совете Безопасности по правую руку от Путина. То есть тоже не последний человек, хотя он занимается там мобилизацией, призывом и так далее. Вот. Сила ядерного сдерживания – это, конечно, не его епархия совсем. Вот. Я советую всем нашим зрителям посмотреть на нашем YouTube-канале вот этот выпуск про мертвую руку, что это такое, напомнить просто себе, да, мы тогда довольно исчерпывающе об этом рассказали, вот это полезно всегда знать, что Медведев употребил это выражение, которое на самом деле прямо вот как угроза расшифровывается. И тут надо понимать вот что. Во-первых,
образ Дмитрия Медведева в его телеграм-канале абсолютно не соответствует образу того Медведева, которого мы все знаем, когда вот он выступает в Совете Федерации. Или какой образ у нас сложился, когда он был президентом России. Да? И он, по моему мнению, лично вот я в этом убежден, выбрал этот образ «enfant terrible» преднамеренно. Это вот такой вот специально сделанный вот ход. Трамп начал отвечать вот человеку, который и образ в интернет-канале, в телеграм-канале, это не настоящий Медведев. Понимаешь? И здесь мы должны сразу вспомнить все, что Трамп, значит, вот, демонстрировал, как он все обещал, начиная прямо с его инаугурации. Да? Как он пообещал присоединить там, Гренландию, Канаду, Панамский канал. В общем, все. Потом он начал раздавать всем сроки, в какие государства должны уложиться там, для его требований, выставлять какие-то дедлайны, сплошь и рядом отказываться от своих собственных слов. И, в общем, по большому счету, он тоже создал образ человека, на словам которого особого значения придавать тоже не стоит. Вот такие два персонажа сошлись вот в этой виртуальной заочной драке. Понимаешь? Хотя, конечно, Трамп, да, он верховный главнокомандующий. Но посмотри внимательно. Когда он выступает именно как верховный главнокомандующий, как он аккуратно себя ведет. Он послал эти 6 самолетов в Иран, бомбить иранцев, вот этот ядерный объект, на горе Фордо. Мы тоже об этом рассказывали подробно на нашем канале. Да? Когда только убедился, что никакой опасности нет, эти самолеты не собьют, и это был в чистом виде такой вот пиаровский полет, пиаровская бомбардировка. Тем не менее, да, он не действовал наобум. Поэтому нам надо понимать всем вот сейчас, что существует экстренная линия и линия экстренной связи между президентами, между главнокомандующими. Второе. В России ядерным комплексом заведует президент Путин. Третье. Вот само выражение, которое ты употребил, определенные районы, да, там, подходящие районы для этого, оно ничего не означает. Неизвестно, что это мы не можем. Конечно, сейчас люди многие всполошились и уже даже делают предположение, что 2 ударные ядерные подводные лодки вышли вообще на рейд какой-нибудь северной морской базы ядерных подводных лодок России. Вот вплоть до этого, да? Нет. Значит, в-четвертых, Трамп сплошь и рядом применяет такой прием. Он то, что уже было сделано, объявляет своим действием. Ну, условно, это звучит так. Мы решили передать Украине 3 новых комплекса «Патриот». Потом начинают разбираться, и выясняется, что это решение принято Германией и Норвегией уже там 2 недели до этого, но Трамп сказал, что это он решил. Да? Вполне возможно, что какие-то 2 ядерные подводные лодки, согласно плановому заданию, согласно там учениям или просто рутинной плановой, так сказать, вот своей работе, вышли куда-то там подо льдом Северного Ледовитого океана, да, под ледовым падом, или где-нибудь в Северной Атлантике они движут. Может такое быть. И Трамп мог сказать, это я дал приказ. Имейте в виду, да? Вот. Трамп, как человек, который отдает военные приказы, действует по-другому. Ну и главное, конечно, Путина репутация человека, который очень четко отделяет слова от поступков. Поэтому все-таки так волноваться не надо, ядерные войны так не начинаются, и даже эскалация ядерная, она не такая, она не так начинается. Вот когда кто-нибудь будет обещать Путину ввести дивизию НАТО в Западную Украину, вот это точно будет начало ядерной эскалации. А вот эти все перепалки в Твиттере или в телеграм-каналах, я предлагаю просто вот на этом остановиться и принять к сведению. Ну, сказали и сказали.
Предпоследний выпуск нашей программы был посвящен авианосцам, в частности, судьбе последнего российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Тогда ты даже предлагал сделать из этого авианосца музей, но вот приходят другие новости. В материале «Коммерсанта», приуроченном к Дню военно-морского флота, корреспондент Андрей Колесников поговорил с главой Объединенной судостроительной корпорации Андреем Костиным, и тот сказал, что, судя по всему, этот корабль будет либо утилизирован, либо продан, и решение будет принято в ближайшее время. Ну, это просто говорит о том, что статья, с которой мы начинали в «Известиях», о судьбе этого корабля, не просто так была написана, что действительно это все в верхах обсуждается. Если он будет продан, то, соответственно, у него должны быть покупатели. Предыдущий, сказать, случай такой был. Горшкова купила Индия и сделала из него свой авианосец. Посмотрим как, но я совершенно не настроен так, что это прям вот его распилит и все. Вполне вот моя идея сделать из него музей жива и вполне может быть осуществлена. Вполне. Я думаю, защитники найдутся и среди моряков. Вышел громкий материал Reuters о том, что, оказывается, в сентябре 2022 года Илон Маск приказал отключить Starlink в Херсонской области, потому что там было наступление ВСУ, и он такой приказ отдал из опасений ядерной эскалации. Я считаю этот материал манипулятивным, направленным прямо непосредственно против Илона Маска. Это такая медийная атака. Ну, почему я так считаю? Надо объясниться, да? Смотри, Маск дал приказ отключить Starlink на всех территориях, которые были заняты российскими войсками. Ну, то есть, грубо говоря, вот все новые эти субъекты федерации, там уже такие новые власти, которые назначены российским руководством. Все это зона, где не должно быть спутниковой связи Маска. Вместе со всеми этими областями отключились и зоны плацдарма, который был создан на правом берегу Днепра. Ну, захвачен был Херсон, и там довольно обширная территория-то была еще на том берегу Днепра. Да, то есть нельзя было принимать сигнал Starlink ни в Донецке, ни в Херсоне, ну, а в Крыму до этого еще. И понятно совершенно, что в акватории Черного моря, пожалуйста, а на занятых российскими войсками территориях нет. И это было вот такое политическое еще решение, добавок ко всему. А потом началось наступление украинской армии, и этот плацдарм исчез. И украинская армия двигалась. И там должен был бы появиться, по идее. Да. И он стал это включать, но постепенно. И многие зоны-то еще не вошли в зону действия, вот включенную зону действия, где Starlink можно было ловить, а украинская армия там уже была. Я хочу сказать совершенно точно, что к этому моменту у украинской армии было много тысяч терминалов Starlink. Большую часть из них оплачивал сам Маск. В статье идет разговор об отключении сотни терминалов на время от нескольких часов до суток. Но можешь себе представить, тысячи терминалов Маск завез, но не только он, еще и правительство США оплачивало, Польша за свои деньги. Но это все его империя, это все его устройство, ты понимаешь, Маска. Они завезли туда это огромное количество, уже армия вовсю использовала его, значит, эти беспилотники, не только, но вообще вся разведка на этом стояла, и главная связь между соединениями. И вдруг сотня отключилась вот из-за этой непонятки. И тут появились какие-то утверждения, что есть источники, которые точно помнят, что он пришел и приказал отключить в Херсонской области. Да он там и так не работал. Он там и так не работал. До октября месяца фактически. Странно это все. Понимаешь, Маск попал в очень сложную ситуацию.
где политика выступает против бизнеса. Он работает в конкурентной среде. Да, он сейчас монополист в области спутникового интернета, вот этой услуги самой на земном шаре. Но ему на пятки наступает большое количество аналогичных проектов, особенно китайцы, которые 2 таких проекта развивают одновременно с огромным количеством запланированным по 14 тысяч там, спутников, 12-14 тысяч. Все это придет на рынок. И вот в этой ситуации Маску надо выглядеть как классическому продавцу. Он продает свою услугу по всему земному шару, он не зависит от политики. Фашистское государство, коммунистическая диктатура, либеральная демократия, просто развивающаяся страна где-нибудь в Африке, всем он продает свой сигнал. Не имеет значения, какое это там политическая обстановка или ситуация. Ну, как же не имеет? Дело в том, что его могут заканцелить, могут надавить на... Вот. Если Организация Объединенных Наций ввела санкции официальные против какого-то государства, там он может отключить сигнал. Нет, я имею в виду публичное давление, что вы, вы не имеете права там... А вот это все прямо против бизнеса. Почему прямо? Потому что он не может, а китайцы могут. Так в том-то и дело, что он-то живет в США, в котором такие институты, как репутация, действуют. И его могут просто там зашлемовать. Это уже переходит все границы. Это уже не институт репутации на самом деле. Это институт политической борьбы. Это самая настоящая политика. Вот тут уже просто... медиа, такое медийное давление, институт репутации, это тоже как бы такая политическая борьба. Так или иначе, Маск хочет выглядеть как магазины H&M, которые продают по всем мире, понимаешь? И из России-то они ушли. Именно потому, что они боялись репутационных издержек. Он хочет быть всемирным маркетом. Он хочет продавать этот сигнал везде. Это его главная задача. Он не хочет быть военной системой связи. Он никогда в страшном сне своем не просчитывал, что это вдруг станет становым хребтом управления украинской армией. Ты понимаешь? Там на сегодняшний день, как я понимаю, не менее 25 тысяч терминалов используются в интересах украинских вооруженных сил. Поэтому Маску совсем не улыбается вообще эта перспектива. Он не рад вовсе тому, что его терминалы используются для военных целей. Его-то задача окучить тех, кто платит за это из своего кармана. Вот что. Всего лишь сейчас у него 6 миллионов подписчиков. Небольшая эта цифра на самом деле. А замах-то на сотни миллионов. И это все бьет по репутации. Ага, ты в определенный момент, я тебя запустил к себе в страну, ты стал у меня молодым, и в определенный момент ты раз и выключишь мне все. Ты не продавец, ты политический инструмент. Вот это думают все, в Африке, в Латинской Америке, кто угодно, да? Когда они почитают такую новость о том, что он взял и отключил. Конечно, и поэтому я в этом убежден. Маск зажат между обстоятельствами. Он торговец, он бизнесмен, а с другой стороны его принуждает действовать политически правильно. Поэтому это давление рыночное, когда конкуренты появятся, оно сыграет свою роль. Он все больше будет отходить от политики и от ассоциации между Старлинком и политическим управлением. Все-таки это для него важнее. Он ради этого все начинал. Тем не менее, он с удовольствием согласился на должность в Белом доме и очень был рад сращиванию своего бизнеса с государственными деньгами еще сильнее. Его бизнес. И так, на государственных деньгах. Но я говорю, он совершенно не против этого. Да, нет, он зависимый человек. И все-таки, чтобы продать свой продукт в какую-то страну, надо убедить эту страну в том, что этот продукт не несет опасности для нее. Да. А все сейчас думают только об одном. Ты что, это, значит, троянский конь, что ли, какой-то? Все. Поэтому, да, я думаю, что он будет все делать для того, чтобы убеждать их, что он все-таки не военный, он все-таки торговец. Кроме того, он исходно, в силу своей концепции, находится в очень сложном положении. Почему? Потому что сама концепция космического интернета находится в противоречии с бурным развитием наземных сетей оптиковолоконной связи.
Так уж устроен человек. Где он селится, там и тащит оптиковолоконную связь. И ты знаешь, вот, например, от Камчатки до Мурманска, там через Северный морской путь тащит мощнейший кабель. Хотя там вообще северные олени одни бегают. И песцы, там полярные волки. Тем не менее, оптиковолоконный кабель – это то, на что опирается сейчас вот российское просто вот, общество в тот момент, когда мобильный интернет фактически работает с большими перебоями, да? А уж его конкурентные свойства, если сравнивать их со спутниковым интернетом, просто недостижимые. Потому что вот такой вот проводочек закрывает все. Он абсолютно, оптическая связь, не зависит от погоды, от погодных условий. А спутник зависит. У него один раз ты его проложил, и это навеки уже. Ты больше не вкладываешься в него, ты понимаешь? А спутники постоянно падают. Их надо постоянно новые и новые. За огромные деньги. Да, и они еще и выходят из строя, не просто падают, а ну, просто какая-то часть из них там ломается. Да? Это все надо замещать. Ты должен эту группировку спутнику обслуживать сложным аппаратом. Есть такая особенность спутникового интернета, называется приземление сигнала. Система выбирает самую короткую дорогу, самую дешевую дорогу к абоненту. То есть ты в какой-то сервер заходишь, и если через спутниковый интернет он не ищет среди других спутников с помощью системы межспутниковой связи, сложные лазеры и так далее, да, для тебя решение. Он старается твой сигнал сразу отправить на наземную станцию. И дальше твой сигнал идет по тем самым кабельным сетям. Все. И это в разы все удешевляет. В разы просто, буквально. Но эти спутниковые системы государства хотят, чтобы они проходили через их национальные системы слежения. Ну, как вот СОРМ-2. Они есть во многих странах. Поэтому существует в мире всего лишь 4 страны, которые в состоянии заставить американцев приземлить сигнал у себя на территории с проходом через свои национальные системы прослушивания. Это Китай, Индия, Бразилия, Россия. Все, вот конкурент Маска, OneWeb, когда разговоры вел о использовании спутников OneWeb, сейчас уже спутниковая группировка их развернута над всей Землей, шел разговор о создании специальной станции, на которую приземляется сигнал в России, и проходит через вот ту самую систему СОРМ-2 на мобильных сетях, которую контролирует ФСБ. То же самое касается и вот этих остальных стран. Но если ты не имеешь такого авторитета и не можешь их привязать к своей системе слежения, в какой-нибудь вполне благополучной по африканским понятиям стране, допустим, Танзания, складывается ситуация, когда твои граждане через спутниковый интернет могут открывать банковские карты, банковские счета в любом месте, ты их не поконтролируешь, но никак вообще, ты понимаешь? И деньги могут тратить там, ну, через заказы услуг, товаров и так далее, да? Национальные органы налоговые, которые налоги собирают, могут даже не знать о твоих расходах. Ты вообще можешь быть клиентом вот всемирных банков каких-то, так сказать, и не ставить в известность даже свой собственный Центробанк, Кении, допустим, там, да, или какую-нибудь Нигера, о том, что у тебя есть карта этого банка. Очень сложная ситуация. Это называется суверенитет. Это уже борьба за деньги. А международные концерны, которые это все развивают, говорят, пофигу. Нас не интересует ваше возражение, нам не хочется свой сигнал через вас тащить и так далее. Конечно, будут договариваться, конечно, все хотят, чтобы во всем мире нормальная финансовая дисциплина была. Это все понятно. Но, тем не менее, это вот пример, один из немногих. Что такое глобальная связь, которая обходит национальные системы связи? Конечно, национальные банковские системы и финансовые системы, и правоохранительные органы делают все для того, чтобы все-таки такого не случилось. Они контролируют эти процессы, они превращают заведение счетов без уведомления за рубежом в преступление по своим национальным кодексам уголовным. Но в общем это просто пример того, какие вещи можно делать в обход национальных систем просто принуждения, да, ну, скажем, там и финансовые, и правоохранительные и так далее. Все. Много чего можно делать, если у тебя связь абсолютно делает тебя человеком мира. Вот. Ну, естественно,
вот эти 4 государства, они всем выставляют обязательство сигнал через нас. Ты эти 4 государства приводишь пример, потому что они не являются членами Евросоюза Потому или НАТО? что они выставили такие условия Маску и OneWeb. А Великобритания, допустим, какая-нибудь или Германия не выставляла таких условий? А там автоматом все приземляется через них. Вот я и говорю, А это потому, что те союзники, и Я и для говорю, них, да, потому для что- них. Ну вот я могу сказать, что только что Индия разрешила Маску официально, значит, прием сигнала на своей территории, продажи, ну там все вместе. И OneWeb тоже. Но под одним условием. Его сигнал проходит через национальные сети слежки. Все. Так что послать Индию не получилось. Спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Подписывайтесь на этот канал, если еще не подписались. Лайк поставьте, если еще не поставили. Делитесь этим видео в соцсетях, пожалуйста, если вам оно понравилось. Ну, спасибо традиционно, конечно, всем, кто поддерживает нас на Бусти. За оперативным комментарием приглашаю в наш телеграм-канал. И до следующих встреч. Надеюсь, мы сделаем их интересными. Спасибо. До свидания.